Друзья, всем привет из Петербурга. Я сейчас нахожусь на Каменно-Островском проспекте. И сегодня я расскажу и покажу вам школу русского языка. Школа эта находится при издательстве «Златоуст». Издательство, где делают учебники. И там же есть школа, где вы можете изучать русский язык. А книги, которые здесь делают, вы, возможно, знаете. Это учебники «Поехали», учебники «Жили-были», учебники «Пять элементов». Очень популярные книги. Так вот, они делаются здесь, и здесь же есть школа. А сейчас я задам пару вопросов Анне. Анна – директор курсов русского языка здесь, в школе при издательстве «Златоуст». Анна, расскажите, пожалуйста, немножко о том, что у вас за школа, как долго она уже существует, какие тут у вас есть студенты. Сама школа возникла тогда, когда возникло издательство. В каком году? Это было очень давно, мы в следующем году уже будем праздновать 30-летие компании, 30-летие издательства. И буквально на следующий год после того, как образовалось издательство, стали выпускаться первые уже книги, вышли. Тогда же появились первые ученики, которые приехали учиться. И откуда эти студенты были? Студенты были тогда, я помню, первые студенты по рассказам директора и главного редактора. Это были швейцарцы, потом были немцы, потом были голландцы. Даты основания мы всегда пишем 91 год. Можно сказать, что школа ровесница России, да, молодой. ровесница России, да. То есть это уже были такие новые коммерческие курсы. В последнее время мы уже работаем с большими группами, до 50 человек одновременно приезжающих. То есть мы ориентируемся на очень разный контингент. Сейчас интерес к русскому языку возобновляется. И вот очень приятно отметить, что мы работаем много с Болгарией, много работаем с Хорватией, много работаем со Словенией, со Словакией. Насколько я знаю, особенность вашей школы в том, что у вас преподаватели — это те авторы учебников, по которым ученики занимаются. У нас есть специальные курсы летние и зимние, которые так и называются, курсы с автором учебника. Расскажите немного про уроки. У вас есть группы, есть индивидуальные студенты, да? Если студент приезжает на короткий срок, он может заниматься интенсивно, например, каждый день? Есть ли такие группы? Как часто они бывают? Формы занятий могут быть очень разными, зависящими, конечно, от пожеланий самих студентов. Кто-то приезжает на 15 часов, да, индивидуально, кто-то хочет работать 40 часов в неделю. Это очень много, да, это такой суперинтенсив. Есть люди, которые берут по 6 часов академических, по 8 часов в день. И есть, конечно, индивидуальные студенты, которые занимаются по собственному расписанию в удобное им время. Хорошо. Когда студенты приезжают, они где могут жить? В Петербурге, конечно, большие возможности, да, для проживания. Есть студенты, которые очень самостоятельны. Да, они говорят, я сам, да, вот они выбирают квартиру. Есть студенты, которым мы предлагаем расселение в семье. И, кстати, вот расселение в семье очень популярная форма не только среди молодежи, да, очень многие пожилые люди в возрасте выбирают именно семейную форму размещения. Ну и для языка же это для языка, больше практики. Да. Есть возможность расселяться в отеле, в том числе в отелях разных, недалеко от нас, на Петроградской стороне, либо в центре города. И еще очень важный вопрос, который обычно задают студенты, что касается визы. Вы помогаете оформить визу, да, чтобы студент приехал в Россию на... Мы помогаем с визовым приглашением. Мы помогаем и с туристическим приглашением тоже, если кто-то едет в качестве туриста, вот, например, с Соединенных Штатов или Канады на короткий срок, мы помогаем и с этим. И для групповых, для больших групп, которые приезжают, мы тоже делаем визовые приглашения. Я знаю, что у вас проводятся каждую вторую пятницу разговорные клубы со студентами или просто с гостями, с теми, кто живет в Петербурге. И сегодня мы покажем вам еще немножко этого разговорного клуба. Русский напиток. Да. Вы знаете русские напитки? Морс? Да. Мне кажется, у него была аллергия на апельсин, на цитрусовый. На все есть аллергия. На все может быть.
мы с вами находимся в очень таинственном месте. Это место очень редко показывают студентам или преподавателям, вообще кому-нибудь. Так. Это место, где рождаются учебники. Они сначала рождаются в голове автора, а потом попадают сюда. Это редакторский отдел. Место, Здорово. где делаются учебники. Что это за дом, в котором находится школа? Очень интересный дом, очень старый дом. Дом, который есть во многих путеводителях, да, таких гидбуках нашего города. Дом построенный был в начале 20 века. Дом исторический. Он видел много известных людей. И в городе дом известен как дом Бенуа, архитектора Леонтия Бенуа. Первый дом в стиле модерн в нашем Интересно. городе. Здесь, в этом дворе, например, бывали многие художники русские начала века. Сюда приходили многие поэты начала века. Все студенты знают о том, что в Петербурге, многие знают, да, что есть Мариинский театр. Так вот, дом, да, Бенуа был построен для правнука первого директора Мариинского театра. Все очень связано, все очень близко, да, в истории Санкт-Петербурга. Мы видели с вами место, где делают книги, и здесь тоже очень важное место, место, где книги продают. Эти книги уезжают из Санкт-Петербурга и из Москвы в разные страны мира. Книжки, которые знают многие наши студенты, книги, по которым учатся, начиная с самого нуля изучать русский язык, продолжая изучать русский язык. И, конечно, очень важно, да, мы хотим, чтобы наши студенты много читали русской литературы. Поэтому у нас в нашей библиотеке есть книги Пушкина, Достоевского, Толстого, есть книги Антона Павловича Чехова, есть книги, да, вот вы как раз показываем, да, сейчас Анну Каренину. Есть книги современных российских авторов. Они адаптированы, Они правильно? адаптированы на начальном уровне, и на уровне уже C1 они уже идут без адаптации, с комментариями. Есть учебники для тех, кто учит русский язык не просто так, для души, а те, кто учит русский язык для того, чтобы быть большим и крупным специалистом. Тут еще В области секретный шкаф. бизнеса, да, в области бизнеса, в области инженерных наук, филологии, международных отношений, медицины, например, да, для врачей, для докторов, для тех, кто занимается экономикой, лингвистикой, военным делом, да, тем, кто служит в армии. Это утром едят. Да. Нет, ну, теплое. Теплое. И спортсмены любят, чтобы быть сильными. Много углеводов нет. Там, да, углеводов много. Нет, это еда, это не напиток. В Англии очень популярно. В Великобритании. Утром едят. Утром на завтрак. Нет, не из яиц. Делают из злаков, которые кормят еще лошадей. Да, лошади могут есть. Каша, да, конкретно какая? Тут конкретное название каши — овсянка.